Привет, это Саша Акимов, и сегодня мы поговорим о прекрасной маленькой камере Panasonic Lumix GM1. Этой малышкой я пользовался всего лишь 1 неделю, но быстро ее полюбил. Можно сказать, что это любовь с первого взгляда. Но как и при любой такой мимолетной влюбленности, поначалу ты, конечно же, не замечаешь никаких изъянов в своем предмете страсти, но когда проходит первичное опьянение, ты также начинаешь видеть и недостатки. В первую очередь, конечно же, привлекает внешность этой камеры. Она крохотная, даже, наверное, чуть меньше, чем дюймовая Nikon 1. Как минимум она уже, чем Nikon 1. Но у Nikon 1 матрица всего лишь размером в дюйм. А тут я напомню, что матрица формата микро 4/3, что гораздо больше по физическим габаритам. GM1 настолько узкая, что у нее даже байонетное крепление выступает за пределы камеры, потому что иначе не получается сохранить рабочий отрезок. Высота камеры также ограничена габаритами байонетного крепления. Корпус полностью металлический. Все органы управления, все, в том числе вот эта кнопочка, переключение режимов фокуса, барабанчик переключения режимов, кнопка включения, все металлическое. И каждый из этих органов управления покрыт приятной рифленой текстурой. Металл имеет такие своеобразные насечки. Тактильно это очень приятно. Корпус покрыт синтетическим материалом, который текстурирован под кожу. Тоже тактильно достаточно приятно по ощущениям. Все кнопки крайне приятно щелкают, имеют такой хороший тугой ход. Все это именно на уровне ощущений очень здорово. Ты прямо интуитивно понимаешь, что сейчас вот ты что-то переключил, а не так, что ты случайно задел, и у тебя там все поменялось. Такого здесь нет. К сожалению, компактность тут оказывается чрезмерной. Камеру не слишком удобно держать одной рукой. Тут приходится применить дополнительный хват, вот такой. Он выдержан с ней в одном стиле. Накручивается достаточно просто в штативное гнездо. Этот хват тоже металлический, имеет приятные насечки здесь, и держать его здорово, удобно. Единственный его серьезный минус — это в том, что он перекрывает доступ к штативному гнезду, и камеру на штатив ты не поставишь, если она у тебя с дополнительным этим хватом. Но даже если накрутить хват, то все равно здесь нет, к сожалению, выступа под большой палец сзади. Из-за близкого расположения маленьких кнопок на них действительно легко чисто случайно нажать большим пальцем или сдвинуть, например, XP-коррекцию. Также из-за компактности не нашлось места для горячего башмака. Сюда нельзя будет внешнюю вспышку подключить. Ну, хотя бы есть встроенная. В принципе, она не очень плохая, ее можно отогнуть вверх при желании. Физических органов управления для такой крохи хватает более чем. Тут все крутится, вертится, все нажимается. Практически любую кнопку можно перепрограммировать. Но также здесь очень качественный тач-интерфейс. Все логично, интуитивно. Ты можешь перемещать точку фокусировки пальцем, куда тебе захочется, допустим. Можешь менять размеры зоны фокусировки пальцами. То есть, это крайне логично, крайне удобно. Экран чувствительный, он четко реагирует на любые прикосновения, нет никаких задержек или лагов, как это бывает у какой-нибудь Sony или у дурацкой EM1, которую я недавно обозревал. Также на экране есть дополнительные кнопки, которые можно запрограммировать, вот эти кнопки FN, еще несколько штук. Меню у GM1 также крайне логичное,
и аккуратная, без какого-либо сумбура, хотя настроек в нем тьма, но в них не заблудишься. А у Olympus или Sony черт ногу сломит в меню, там вроде как бы все понятно с одной стороны, но там столько пунктов и подпунктов, и они так непонятно расположены, что просто блуждаешь в них, там можно час потратить просто пока ты найдешь какую-то функцию нужную. Естественно, предполагается, что фотоаппарат будет использоваться с компактными объективами. Эта камера здорово смотрится со стандартным зумом, который 12-32 от Panasonic. Их же блинчики здорово с ней работают, это 20 мм f1.7 или 14 мм f2.5. Ну, я использовал камеру с 15-мм f1.7, и это, в общем-то, наверное, предельное по размерам стекло, с которым камерой комфортно пользоваться. Любые про-стекла или какие-то зумы мощные уже сводят на нет саму идею компактности и легкости, ну и скорее ты будешь уже держаться тогда за объектив, а не за сам фотоаппарат. Включается камера почти мгновенно, что для такой малышки, которая, в общем-то, скорее ориентирована именно для стрит-фотографии, это критическое качество и очень важное. На удивление шустро она и фокусируется, хотя у нее очень мало точек фокусировки, всего лишь 23, я вообще использовал только одну посередине. При том, что там используется контрастная фокусировка, также есть интересная настройка в меню под названием «Быстрый фокус». Камера, даже когда ты не фокусируешься, уже автоматически начинает доводить линзы, анализируя сцену. То есть, если ты просто наводишь камеру на какой-то объект, то она уже практически сфокусировалась туда заранее. Это причем не автоматическая фокусировка, а именно вот такое додумывание с помощью искусственного интеллекта. Большая часть технологической начинки внутри этой камеры перекочевала туда из флагманской на тот момент Lumix GX7. По сути, процессор и сенсор из более крупной камеры просто впихнули в максимально компактный корпус. С одной стороны, малые размеры — это прекрасно. Камеру у тебя в руках никто не замечает, ты можешь бодро стрелять от бедра, и люди просто даже не понимают, что ты их в этот момент снял, потому что камеру, она реально размером меньше, чем ладошка человека, и на нее не обращают внимания. Она меньше даже, чем смартфон получается по своим габаритам, если смотреть на нее с передней стороны. Но иногда на практике маленькие размеры и легкость играют и злую шутку, потому что камера слишком легкая и у нее очень неуверенный хват все-таки, поэтому довольно легко получить смаз даже на 1/60 секунды. GM1 дико не хватает стабилизатора на матрице для того, чтобы компенсировать тряску. Но тогда, в 2014 году, Panasonic еще не добавляли стабилизатор на матрицу в своих камерах. Они только в 2016 году начали внедрять данную технологию. И то начали это делать сначала все-таки с флагманских камер, а потом уже все-таки и более простые. Ради интереса я поснимал в формате RAW плюс JPEG. И вот что я скажу, я вообще редко такое говорю, но JPEG с данной камеры довольно неплохие. Но все же для большей гибкости я всегда предпочитаю снимать в RAW, а с RAW тут небольшие затруднения. Например, зеленый цвет каких-нибудь деревьев, он получается каким-то слишком кислотным. Цвет кожи частенько куда-то уходит в маженту, и рожи у людей получаются на фотографиях красными. Вот для сравнения два снимка. Первый сделан в RAW, а второй в JPEG. В JPEG цвет кожи гораздо лучше. Конечно, все это поправимо, но требует дополнительных каких-то действий при постобработке, чего хотелось бы максимально избежать вообще-то. Также отмечу, что картинка
очень резкая, в ней нет даже намека на муар. Но все это благодаря тому, что на матрице отсутствует низкочастотный фильтр, ну и у камеры достаточно мощный процессор, который прекрасно обрабатывает картинки. К сожалению, камера была у меня достаточно непродолжительное время, но послевкусие она оставила довольно приятное, несмотря на некоторые маленькие косяки и недоработки, которые, в общем-то, легко простить. В 2015 году было выпущено достаточно неплохое продолжение этой камеры. Называлась новинка в этой серии GM5, пропустив между камерами целых 3 модели. Каким-то образом. Была она такая же маленькая, зачем-то в нее, правда, встроили еще и электронный видоискатель, который был такой крохотуличный и бесполезный, в него все равно никто не смотрел, не знаю, зачем они его внедрили туда. Из хороших изменений это то, что они добавили все-таки упор для большого пальца сзади, немного перетасовали кнопки, переместили колесико настроек вверх относительно крестовины, теперь ты не мог случайно задевать экспокоррекцию, сбивать себе или настройки диафрагмы. Ничего революционного не произошло, сенсор остался тот же, стабилизатор так и не встроили, и при этом камера стала почему-то еще и включаться дольше. Лишь в следующем году Panasonic стали встраивать в свои камеры стабилизатор на матрицу в модели GH5 и G9, но к тому моменту они пересмотрели свою политику выпуска камер и вообще своих серий этих камер на микро 4/3. Так, в серии GF последней камерой стала 7-я модель. Это была серия, которая являлась самой простой и дешевой из всей линейки. Видимо, она оказалась, по мнению создателей, нерентабельной. Далее они стали продолжать и серию GM, о которой я сегодня как раз и разговариваю. Остались только GH. Это камеры, ориентированные больше на видеосъемку. Серии просто G, это больше ориентированные на фотографию, то есть G9 это вот фотофлагман. И серия GX, относительно компактные камеры, у которых видоискатель можно было поворачивать на 90 градусов, естественно, тоже с флагманской начинкой, но чуть в таком меньшем корпусе. Да, не так давно они выпустили такую камеру, как GX800 или 880. Ее вообще очень по-разному в разных странах называют, но суть в том, что, наверное, даже сами производители не очень понимают ее позиционирование. Она крохотная, в ней есть стабилизатор, а экранчик можно повернуть на себя. Но материалы, из которых она изготовлена, и само качество изготовления вообще-то не вызывают доверия. Те камеры, которые я держал в руках, даже новые из коробки, люфтили и скрипели по всем швам. К сожалению, в целом модельный ряд камер на системе микро 4/3 у Panasonic вообще слабо расширяется последние уже 4 года. Видимо, их фотоподразделение направило все силы на разработку новых полнокадровых камер под лейковский Bayonet L. Очень жаль, что Panasonic в ближайшее время явно не собирается выпускать премиальных компактов на микро 4/3. Наверное, последнее, что они выпустили, это был LX100 Mark II. Камера, безусловно, интересная, с несъемным объективом, для которого Leica разрабатывала оптическую схему, а потом Leica еще под своим брендом выпустила такую же абсолютно камеру, даже с таким же меню и всем остальным, только в 2 раза дороже. На данный момент они абсолютно забили на GF и GM серии, и я сильно сомневаюсь, что их ждет в ближайшее время какое-то продолжение. Но я бы не стал исключать такую возможность, как выпуск полнокадровой камеры с фиксированным объективом под брендом Lumix. Хотелось бы увидеть такую маленькую камеру вроде Sony RX1 или, например, Leica Q. Это, к сожалению, лишь оптимистичные мечты, но я бы хотел, конечно, посмотреть на какой-нибудь аналог Leica Q, которая стоила бы в 2 раза дешевле, потому что там просто нет красной точки. Ведь камеры из серии LX панасониковские Leica выпускает также со слегка измененным корпусом и внешним видом, там, пускай шрифты, может быть, где-то изменяют, но по сути это те же абсолютно камеры, только за счет того, что у них есть красная точка, они стоят в 2 раза дороже. Почему бы не сделать в обратную сторону? Ну да ладно, это все мечты. Спасибо за просмотр, не забудьте подписаться и до новых встреч.